И снова всем здравия, и снова мы тут. Lime4j AST готов вам сегодня предоставить ту информацию, о которой вы точно никогда не слышали. Кстати, ссылка на мой дикторский канал в описании, там я тоже рассказываю об играх и затрагиваю не только гоночки. Будет очень круто с твоей стороны открыть ссылку в новой вкладочке и потом глянуть. Заранее спасибо. Need for Speed Most Wanted — игра, которая, впрочем, вы все знаете, какая она и почему ее так любят. Но кто знал, что родится проект, который завоюет сердца многих из-за обычного переноса? И нет, вы не ослышались, у игры был перенос, и он очень тесно связан со всем известной Underground 2. А вот почему это так и что ж такого было в разработке Most Wanted, мы сегодня и узнаем. Но перед началом хочу выразить огромную благодарность Xanvier, который предоставил мне кучу интересной информации по данному ролику. Присаживайся поудобнее, мы начинаем основной рассказ. Итак, 2002 год. Состоялся релиз Need for Speed Hot Pursuit 2. Критики довольны, да и люди просто в восторге. Гонки, погони, графика, динамика — все на высшем уровне. И, как это уже вошло в традицию у EA, новая игра каждый год. По планам у Black Box была комбинация из нескольких проектов. Сначала игра с уклоном на копов, собственно Hot Pursuit 2, после игра с уклоном на тюнинг, после снова игра с копами, снова с тюнингом и в конце снова с копами. Как, наверное, некоторые догадались, следующей игрой с уклоном на тюнинг стала Need for Speed Underground. Увлекательные ночные гонки, кастомизация, сюжет, естественно, такое не могло не собрать аудиторию. Да и что уж говорить, Underground с этим прекрасно справился. В то же время Black Box разрабатывал еще один проект, концепты которого уже рисовались. Этим проектом был Need for Speed Hot Pursuit 3. Как мы знаем, ночные гонки выстрелили с такой скоростью, что быстро собрали вокруг себя фан-базу, которая просто вынудила Electronic Arts сообщить о переносе Hot Pursuit 3 и начале разработки сиквела Underground. Как вы понимаете, такое решение было не совсем адекватным, и все, что оставалось Black Box, это брать, что было. А было то, о чем вы наверняка уже подумали. Да, Most Wanted. На самом деле игру переименовали еще в конце 2003 года. Это могут подтвердить имена слитых концепт-артов от L. King, бывшего геймдизайнера. На них, кстати, изображено самое раннее лого игры. Как мы видим, стиль Most Wanted был сформирован уже на тот момент. В итоге на 2004 год вместо Most Wanted планировался выйти Underground 2, а сам Most Wanted перешел на 2005. И да, вы ведь еще не забыли про план. Перенос Most Wanted буквально сломал всю систему, и в итоге мы заимели две игры о тюнинге за 2 года и одну за 1 год соответственно. Вы можете спросить, а куда пропала еще одна игра о копах? Ответ, это был Undercover. Проблем в его разработке было куда больше, чем у Most Wanted и Underground 2. Подробнее об этом вы можете узнать из ролика Айра про трудную разработку Undercover. Только там английский язык, если что, я вас так заранее предупреждаю. Ну а теперь мы перейдем к различным остаткам раннего Most Wanted. К примеру, как я уже упоминал в одном ролике, в демо-версии Underground 2 на PlayStation 2 были найдены различные звуковые файлы от Most Wanted, такие как разговоры копов, звуки разрушения объектов и аудиодорожка для какой-то вырезанной кат-сцены. Вот, послушайте. All units be advised, suspect has been captured. Repeat, suspect has been captured. 350Z. Unit 10 beginning pursuit of a vehicle that's going way over the limit. В
коде игры, что в финальной версии Underground 2, что в демо-версии, есть немало отсылок к системе погони, такие как интерактивная музыка и искусственный интеллект копов. И под немало отсылок подразумевается огромное количество кода под все это дело, не просто упоминания. Жаль вот только, что готовой интерактивной музыки не осталось в файлах. Внутри некоторых файлов, которые содержат различные меню игры, есть и ранний стартовый экран. К сожалению, из-за того, что Underground 2 уже в мае 2004 года был по сути своей игрой, имеется в виду много материала было переработано, то стартовое меню отображается криво. Уверен, лого было где-то тут. Что самое интересное, это старое меню по сути просто скрыто в финальной версии Most Wanted. Одному моему знакомому при помощи некоторых манипуляций удалось открыть все старые элементы, и, как мы видим, экран сходится точь-в-точь. Ну а как вам такой факт? Вы не замечали, как имена файлов и их количество в Underground 2 сильно отличается от первой части? Да, это тоже неспроста. Как это ни удивительно, но файлы Underground 2 сильно схожи с файлами Most Wanted. Даже больше, файлы демо-версии второй подземки используют буквально те же имена, что и Most Wanted. Форматы самих текстур такие же, как и некоторые функции игры. Ну и под конец этого видео я расскажу немного про препродакшн видео Most Wanted. Вот, к примеру, все четко уверены, что все, что показано в этом видео, чистая правда. Это далеко не так. Препродакшн видео создается на самой ранней стадии разработки какой-либо игры. И да, хоть Most Wanted уже имел немало наработок, основная концепция так и не была утверждена на момент 2004 года. К слову о годе, предположительная дата препродакшн видео датируется летом 2004. Это можно увидеть из кадров, в котором показывают различные снимки машины. Да, я говорил, что не все в этом видео правда, но тут немного другая ситуация, заострять на этом внимание не будем. Помимо раннего лого, которое, кстати, очень похоже на самый первый вариант, тут еще есть концепт карты. На вопрос, является ли она настоящей, я могу ответить вот этим слепком из нескольких кадров видео. Просто сравните его с финальной версией карты, и вы все поймете. Кстати, если приглядеться, то можно увидеть, что на карте уже нанесены здания и окрестности, а значит, что окружение в ролике либо сделано специально для него, либо взято с другой части ранней карты, что очень маловероятно. Take me on a rocket ride. Вот как-то так. Да, информации может и не очень много, но таков уж ранний Most Wanted. Не каждый мог подумать, что игра разрабатывалась столько лет, и уж тем более не каждый мог подумать, что у этой игры был перенос. Концепция игры, скорее всего, менялась не раз, но стиль был сформирован с самого начала, и это просто удивительно. Хочу еще раз выразить свою благодарность человеку под ником Ксанвьер за всю ту информацию, которую он смог мне предоставить. Ведь теперь мы знаем, что Underground 2 не что иное, как часть раннего Most Wanted. И именно это является главным вердиктом этого ролика. То, что Underground 2 был построен на Most Wanted, не наоборот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео вашим друзьям и нажмите на колокольчик, чтобы видеть видео раньше всех. С вами был LMFO в озвучке АСТ. Ссылочку на меня, как уже говорилось, можете найти в описании. Спасибо всем за просмотр и увидимся.